Привет, друзья! Сегодня замечательная задача. Дан квадрат, у него вписан треугольник, углы 15-30 градусов, и требуется найти величину угла альфа. Давайте я дам буквы А, Б, С, Д, и сегодня я вам покажу два метода решения этой задачи. Но для начала я расскажу небольшую историю, очень маленькую. Я знаю, что вы обожаете истории. Ну, кому не интересно, промотают. История такая. 3 года назад я организовал этот канал для школьников и начинающих учителей. Планировал рассматривать школьные задачи, ну, может быть, повышенной трудности. Но меня зрители затянули в пучину олимпиадных задач, где я сейчас и нахожусь. Так вот, 23 октября 2022 года я опубликовал задачу из своего учебника «Геометрия 8 класс, Казаков, номер 94». Назвал ее «Квадрат и угол». Это фактически та же задача, что мы рассматриваем сегодня. Она набрала минимальное число просмотров, совершенно маленькое. Мне стало обидно. Я через месяц решил перезаписать эту задачу, немножко изменив обложку, превьюшку и дав вместо одного способа 4 способа решения. Время увеличилось почти в 3 раза, как видите. Но задача тогда пошла. Почему она пошла? Потому что я подумал, что нужно изменить название. Я думал над названием, вечером смотрел телевизор, и там был какой-то новостной ролик, который назывался «Новость взорвала интернет, никто не знал». Я взял листок бумаги, быстро записал. Задача взорвала интернет, никто не решил. И утром задача была опубликована. На сегодняшний день она имеет 464 тысячи просмотров, почти полмиллиона. А та первая публикация 414. Вот что делает название ролика, ребята. Поэтому вторая новость, информация, 3 класс. Конечно, это небольшое преувеличение, но небольшое. Есть такой преподаватель Спивак Александр Васильевич, МГУ, и он преподает школьникам 1-4 классов, одаренным, олимпиадные задачи. Они решают настолько сложные задачи, что вы просто не поверите. Можно посмотреть видео, оно выложено там где-то на Малом Мехмате, оно все есть. У него есть книжки, вот книжка «1001 задача», по-моему, замечательная. Поэтому все это относительно. И третье, преподавание геометрии, математики в Южной Корее. Вот я уже рекламировал, могу прорекламировать еще раз. Замечательный фильм «Гений математики». Посмотрев его, ну, кто захочет, вы увидите, узнаете, на каком уровне там преподается математика. Ну и, как известно, экзамен выпускной Сунынь, он называется, в Южной Корее, один из самых сложных в мире. Ну а мы возвращаемся к нашей задаче. Я попробую дать 2 способа решения этой задачи. Здесь справа в уголке притаилось домашнее задание, кому будет интересно по ходу дела. А я напомню, что дано А, Б, С, Д. Квадрат точки М и К такие, что угол КАД 15, МКС 30 градусов. И нужно найти величину угла альфа. Ну что ж, давайте что-то находить. Ну, ясно, что из прямоугольного треугольничка АКД можно найти угол К в 75 градусов. СКД – это развернутый угол. Здесь 75 и 30 остается на долю этого угла 75 градусов. Здорово. Тогда углы эти АКМ и АКД равны между собой. Что отсюда следует? Что АК – это биссектриса. Это биссектриса угла МКД. МКД биссектриса. Ну, тут я вспоминаю одну задачку, теоремку, свойство, что если провести биссектрисы 2 внешних углов треугольника, вот так и вот так, и биссектрису 3-го внутреннего угла, то они пересекутся в одной точке. Мы доказывали этот факт на основании того, что каждая точка биссектрисы угла равно удалена от сторон угла. То есть 3 биссектрисы обязательно пересекаются в одной точке для любого треугольника. У меня есть одна биссектриса. Теперь тогда я себе говорю, а нельзя ли найти какую-то вторую биссектрису для треугольника МЦК? И вот я провожу луч СА или АС диагональ. Диагональ составляет равные углы по 45 градусов со сторонами угла. Это получается СА – это тоже биссектриса.
для треугольника МЦК. Смотрите, вот это тоже будет биссектриса. Ну, две биссектрисы внешнего угла при вершине К и внутреннего угла С пересекаются в одной точке А. Биссектриса внешнего угла при вершине М обязана пройти через эту точку. То есть МА, вот этот луч, это будет третья биссектриса для треугольника МЦК, его внешнего угла при вершине М. Ну, дальше просто. Вот этот уголок 60 градусов, а вот этот будет альфа. Получается 180 минус 60 пополам, альфа 60 градусов. Я запишу, что альфа – это 180 градусов минус 60 градусов пополам. Все, решение у нас очень простое. Я намеренно дал углы 15 и 30, чтобы можно было использовать алгебраический способ решения. Теорему косинусов, тангенс половинного угла, хотя мог дать и другие углы. Ну ладно, второй метод решения. Итак, метод 2. А, Б, С, Д. Квадрат, точки МК, угол альфа нужно найти. Метод 2. Метод 2 как раз четвертый метод в тех роликах моих давних, трехлетней давности, которые я уже упоминал. Посмотрите, что мы сделаем. Мы проведем высоту в треугольнике АМК из вершины А. Вот я ее провожу. Вот так. Это высота. Это прямой уголок. Это прямой уголок. Давайте дадим букву H. Хорошо? Буква H. И вот оказывается, поскольку вот этот угол 75 градусов, и этот угол 75 градусов, то прямоугольные треугольники, вот этот треугольничек и этот, равны между собой. Почему они равны? По общей гипотенузе и острому углу. Я запишу это. Треугольник АHK равен треугольнику АДК по гипотенузе и острому углу. Что отсюда следует? Отсюда следует равенство соответствующих катетов. Катет АД равен катету АH. Но ведь АД и АБ равны как стороны квадрата. Тогда получается АБ равно АH. АБ равно АH. Ну и что отсюда следует? Отсюда следует равенство двух других треугольников. Вот этого и вот этого треугольника. Давайте я это запишу красиво и скажу, что треугольник АБМ теперь АБМ равен треугольнику АHM. Почему? По общей гипотенузе и катету, или по катету и гипотенузе. А что следует из равенства треугольников? Равенство соответствующих углов. Значит, вот этот уголок будет равен соседнему углу и равен альфа. Дальнейшее просто. Это 60. Ну и тогда на долю угла БМК остается 120. И угол альфа по-прежнему равен 180 минус 60 пополам равно 60 градусов. Итак, я гордо и честно пишу, что уголок альфа 60 градусов. И повторю, что решение возможно для любых углов. Для любых углов, почти любых углов, связанных определенным соотношением. Вы можете найти его в общем виде, как связан вот этот угол и вот этот угол. Вот, потому что вот этот угол у нас получается 45 градусов. Это снова замечательное свойство треугольника с углом 45 градусов, который вписан в квадрат в качестве домашней задачи. Домашней задачи предлагается вот такая задача. Дан квадратик АБЦД, буквы те же самые, М и К, и зная углы 20 и 25, требуется найти величину угла альфа. Найти угол альфа вам предстоит самостоятельно. Присылайте любые решения. До новых встреч. Всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.